Внимание, внимание! Под роликом есть описание, где ссылки на видео для полного понимания. Останутся вопросы, обсудим в комментарии. Подписывайтесь и ставьте лайк для поддержания. Замес раствора производится строго по формуле идеального раствора. Конечно же, ссылочки будут в описании, а подсказки, возможно, будут всплывать в правом верхнем углу. Белый кружочек с восклицательным знаком. Переходите туда и можете узнать эту формулу. Ну а по нашему фэншую кирпич необходимо хорошенечко увлажнить, хоть он слегка и загрунтован. Накидочку я произвожу свою классическую, но для критиков, которые приветствуют только мастерки, вы еще увидите, как кидаю я мастерком. Я уверен, что и тут посыпется критика, что не таким мастерком кидаю, ковшом надо или еще там чем-то. Да чем мне удобно, тем и кидаю, ребят, успокойтесь и расслабьтесь. Вот видите, удобно руками, кидаю руками, но не забывайте, я еще пытаюсь всегда подстроиться под камеру, чтобы не задом к вам повернуться, а вот так вот бочком сидеть и качественно уплотнять раствор, ведь я отвечаю за свою работу. После того, как вы накидали и уплотнили вот такой вот основной базовый слой, сразу делайте примыкание по верхам. Особое внимание уделяйте вот этому верхнему свесу, и там, где кирпичная кладка, где вот эти швы, там можно пальцем затирать, реально. Я затираю пальцем, потому что больше туда ничего не подлазит. И тогда исключен вариант, что вода, бегущая по этому шву, затечет у вас под раствор, и морозом ее разорвет и просто оторвет потом. И от сетки оторвет, и от кирпича оторвет, от всего оторвет. Лед, замерзшая вода не жалеет и не щадит ничего. Разрывает все. Вот видите, формирую как. Подкинул где-то побольше, где-то поменьше. Взял, накинул, сформировал. Бугорки, ямочки, впадинки. Все это на ходу. И вот таким образом я продолжаю. Сформировав такую накидочку, где-то около, ну пускай где-то около погонного метра, я беру валик и прокатываю все это дело. В этом случае у нас фактура грубая, я использую только танчик. Ежик здесь не присутствовал, поэтому здесь такая грубая рваная фактура, только мой танк. Раствор накидываю с ведра, так как большой таз, он бы закрыл бы здесь весь экран. И мне пришлось пожертвовать собой, отодвинуть таз в сторону, переложить в ведро и уже работать с ведра, чтобы вам было лучше видно. Друзья, если вы работаете самодельным валиком, не забывайте его увлажнять. В данном случае я это делаю с опрыскивателя, тогда он влажный, хорошо катается и на него не так сильно прилипает раствор. Ну и где-то взять и загладить мастерочком какие-то слишком рваные места. Здесь я уже готовлюсь к прерыванию на сегодняшний день и уже формирую такой разрыв, как произвести грамотно стык. У меня есть отдельное видео на канале, ссылка будет в описании на это видео, переходите и там подробненько все посмотрите. Но здесь в принципе тоже понятно, как
оборваться, так скажем. Как продолжить в этом видео не будет. Единственное, что хочу пояснить, вы заранее должны уже знать, какого формата, какой формы у вас будут камни. Вот видите, я нижний уже булыжник себе представил, его сформировал, потом будет средний и еще будет верхний. Верхний будет нависать над средним, а нижний будет самый такой объемный. И поэтому перевязка соблюдена, все правила учтены. Видите, по верхам как работаю. Здесь хорошо, чтобы примыкание к кирпичу, тем более он керамический уже идет на облицовке. Здесь очень важно вот это примыкание, чтобы было без трещин и такое достаточно плотное примыкание с выдержкой слоя, чтобы при нарезке шва не упираться в сетку. Отвечу на один из популярных вопросов, пока вы смотрите, сколько времени должно пройти перед началом нарезки. Вот где-то часа 2, не меньше. Потому что вот в осенне-весенний период погода, температура еще невысокая, поэтому через 2-3 часа уже можно нарезать. Но обязательно нужно нарезать в этот же день. Если вы делаете самоместный раствор цемента, песка, то в этот же день необходимо нарезать. Вот так рассчитывайте свое время. Ну и на стыках я всегда делаю такой вот черновой наброс, который будет покрывать сетку, чтобы при нарезке шва, потом на стыковке, не попали мы в сетку, ее не оголили, не было внутри никакой пустоты такой невидимой. Вот, чтобы это место было качественно адгезировано, надежное. Вот, рекомендую делать вот таким образом. Друзья, ну а здесь начался уже этап нарезочки. Комментировать здесь особо нечего. Делаем нижнюю подрезку и вырезаем уже как вам нравится, как вы сформировали вот этот вот узор, рельеф, так сказать. Я его так формировал под дикий камешек, и поэтому таким образом и нарезаю. Единственное, чего здесь можно так придерживаться, так это такой вот перегруппировки, то есть чередовки. Всегда между большими камнями нужно вставлять какие-то маленькие такие заготовочки, там маленькие треугольнички, прямоугольнички, какие-то вставочки. Тогда это будет эффект натуральности, что между большими булыжниками была пустота, и туда вставили какой-то небольшой камешек, заполнили этот зазор. Так как я делаю своим самопальным, самодельным ножом, если вы сделаете похожий нож, то я вам подскажу. То есть я нож все время вращаю, если вы обратили внимание. И у меня швы получаются не идеально ровные. Где-то местами шов идет одной толщины, где-то он немного тоньше, а где-то немного толще. И это тоже придает определенной натуральности. Разные швы, где-то делаю я засечки и зарубы такие прям по шву, кромсаю, как говорится, углы и края камня. Поэтому эффект натуральности лучше сохраняется.
по самим камешкам можно сделать некоторые трещинки, какие-то скольчики. Это даст определенного шарма и эффекта натуральности. Друзья, напоминаю вам о обратной связи. Я стараюсь всем отвечать, но по возможности, когда мне приходят уведомления о ваших вопросах в комментариях. Телефон я свой не оставляю непосредственно в YouTube, потому что и так много очень спама, много звонков непонятных, поэтому чисто защищаюсь вот от спама нежелательного. Но на канале, на вкладке о канале есть моя электронная почта и мой инстаграм. Поэтому вы, кто пользуется инстаграмом, пишите в директ, и я вам отвечу. Даже дам номер телефона, если надо, и мы сможем с вами пообщаться либо в WhatsApp, либо там в Телеграме. И даже по видеосвязи я, может быть, какую-то вам смогу дать консультацию, насколько это возможно будет. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь.
Также, друзья, я помню, у меня это стоит на повестке дня, дать вам больше информации о грунтовке поверхности. Просто не представлялось возможным показать это и рассказать именно подробно и объяснить. Но я помню, я знаю, что вы хотите получить информацию, вы ждете, и я обязательно ее дам. Вот в ближайшее время, сейчас потеплело, я думаю, я найду объект и время, естественно, чтобы вам показать, как это работает, как это действует и как правильно наносить грунтовку и зачем я наношу на кирпич. Ведь много писали, вот кирпич не нужно грунтовать, достаточно смочить его водой. Заранее объясню, красный кирпич, он очень сильно в себя тянет влагу. Но вы испытываете, потому что в разных областях производители разные и разный кирпич выпускают. Я после грунтовки глубокого проникновения, поливая на него водой, вода еще впитывается в кирпич. Еще впитывается, она должна впитываться. Не грунтуйте так, чтобы пленка образовалась. Вот это неправильно. Раствор не срастется с кирпичной кладкой, и тогда будут проблемы. Ну, я эту тему раскрою и освещу подробно и наглядно. Покажу вам, как это действует и работает. Сейчас не буду занимать ваше внимание. Ну а теперь переходим к этапу покраски. Вот так это будет выглядеть, друзья. Оставайтесь в этом видео, оставайтесь со мной, и вы узнаете, как это сделать. Так, друзья, покраска. Самый интересный момент. Значит, так как у меня цветовая здесь разнотоночка будет темная, значит, подложку я выбрал темного цвета, 1 к 1 смешал черный с темно-коричневым. Позже я вам покажу. Смешал 1 к 1 и сделал 3% раствор. Значит, и прохожу тщательно по швам, обметая их заодно. И где мне нужно было, вторым слоем я пробежался непосредственно по всем камням. Некоторые камни просто слегка напылил. Сейчас вы это увидите вживую, как это происходит. Для чего, увидите в конце. Уже сейчас вы можете увидеть на солнышке, как камни начинают отличаться. Один темнее, другой светлее, третий что-то такое среднее между темным и светлым. Некоторые камни я практически вообще не тронул, потому что они там будут совершенно другого тона. Друзья, если кто-то из вас уже приобрел Вагнер, то ставьте здесь на первый режим и здесь на самый первый режим, на самую медленную скорость, потому как это грунт, нам сильно запылять не нужно. Будет шумно, поэтому озвучку я наложу. Ну а для тех, кто не купил или у кого просто нет электрического краскопульта или какого-то другого краскопульта, пользуйтесь распылителем садовым или таким, на который у меня уже есть видеообзор Синк аповский. Прекрасный распылитель, пользуйтесь им, также проходим и кисточкой растираем.
самый основной здесь момент это то, что не нужно проходить сплошняком, заливать все это дело. Я выборочно это делаю. Где-то посильнее, где-то послабее. Потом эта разнотоночка, она даст свой эффект в конечном результате. Это очень важно. Конечно же, я все это делаю на ускоренной съемке, для того, чтобы сэкономить ваше время. На самом деле, это все занимало у меня целый день. Я целый день снимал. Так что поймите, ускоренная съемка исключительно сделана для вас. И еще, друзья, немаловажный момент про грунтовку. Если вы будете разводить какие-либо концентраты, испытайте их сначала. Есть концентраты, которые разводятся 1 к 10, 1 к 5, там, ну, рекомендации такие на баночке пишет производитель. Но нельзя допустить, чтобы этот грунт создал пленку с первого прохода. Потом остальными слоями у вас уже будет большая проблема это покрасить качественно. Ведь чего добиваюсь я вот этой покраской грунтами? Чтобы грунт вошел, колерованный грунт вошел в основание и там укоренился, укрепился и стал единым целым, чтобы он на несколько каких-то там долей внедрился в раствор. Так, друзья, вот первый тон, который я наносил. Он вот такого вот цвета. Видите, да? Такой грязный, такой черный, с элементом коричневинки. Теперь беру одну часть воды. Так как у меня грунтовка вот выбор, она укрепляющая, а мне нужно глубокого проникновения грунт. Поэтому я разбавляю этот грунт 1 к 1. Одна часть воды, одна часть грунтовки. Эти манипуляции можете производить с любым грунтом, но главное, чтобы он у вас был глубокого проникновения и подходил для наружных работ. Если вы берете концентрат, то читайте там рекомендации по его разбавлению. Можно где-то сделать пробничек. Итак, для второго тона мне понадобится. Вот я уже знаю, что на 2 литра воды мне нужно налить 20 грамм темно-коричневого. Вот он видно, темно-коричневый, 20 грамм. О, кстати, нет, я его лить не буду. Друзья, что я нашел? Давно искал, и дилеры по моим многочисленным просьбам завезли вот такой колер. Фирма Дали. Я его долго искал, его нигде не было. Но есть их краски, есть их эмали, грунты. Я ими красил ворота, заборы, калитки, двери входные. Очень великолепные краски. Мне они так нравятся. Они по несколько лет стоят, и даже намека нет на выгорание. Ржавчину, все ложится, ну классно. Так, вот. Его надо побольше. Я его налил где-то 100 миллиграмм, где-то соточку. Пока не вижу толка никакого. Пишут, конечно, на бутылке, что можно и этим колером прям красить в неразбавленном виде. Но я взял их для эксперимента. И, друзья, красивый получается цвет. В принципе, тот цвет, который мне и нужен. Значит, да, 1 к 5 он будет, наверное, 1 к 5. То есть на 2 литра мне нужно почти бутылочку вылить, чтобы получилось то, что мне надо. Ну, значит, так и сделаю. Доливаю еще. Вот 200 миллилитров я вылил. На мой взгляд, получился достаточно светлый тон. Поэтому я сюда сейчас что-то добавлю. И, скорее всего, это будет темно-коричневый, как я и хотел изначально. Хотя можно попробовать. Можно попробовать пробежаться сейчас таким, но потом уже затемнять.
Сейчас все-таки попробую и посмотрю, что из этого выйдет. Так, друзья, значит, этот шоколадный я вот оставил. Ну, здесь где-то грамм 600, может быть 700. Немножко туда еще подолью. Это я оставлю, он мне, возможно, пригодится еще в конце еще раз пройтись по этим же местам. Теперь в этот тон я все-таки затемняю его темно-коричневым. Так как у меня вот, темно-коричневый номер 21. Так как все-таки тона мне заказали темные, значит, я буду подтемнять. Ну, буквально немножко сюда капаю, на эти пол-литра, может быть 5-10 миллиграмм, не больше. Где-то 1%, может быть 2. Смотрю, что получается. Получается красиво, но не совсем. Еще темнее. По чуть-чуть. Только по чуть-чуть, потому что у нас палиш это достаточно концентрированный колер. Поэтому его надо совсем немного. Вот. И получился такой цвет. Кофе с молоком, не знаю. Такой темный какой-то капучино. В принципе, интересный цвет. В принципе, интересный. И у меня оставался еще вот черно-коричневый. Я возьму и немного черно-коричневого сюда добавлю. Мне вот хочется такой чуть-чуть серой такой темноты. Вот. Если у вас такого не осталось, ну, одну капельку черного колера, не больше. Всегда лейки минимум добавить можно. Ну, достаточно такой интересный получился цвет. В принципе, какой я и хотел. Такой темный шоколад. Так, значит, преимущество Дали, что хочу сказать. Несомненно, то, что я его вылил 200 мл на 2 литра, это дало определенную густоту грунту. И он не так тек. Не так тек. Поэтому, ну, это, наверное, пока что такое явно заметное преимущество. В плане концентрации этот колер, конечно, слабоват. Если бы я налил 200 мл от палиша, то цвет уже был бы просто супер темным. Итак, прохожу еще не заполненные участки вот этим тоном. Поехали. Вот так получается, друзья, после 3 оттенков. Не знаю, хорошо ли вам будет видно на экране, но на камеру, вернее вживую, видно очень хорошо, что не хватает явно, да, такого темно-коричневого цвета. Эти уже, я вот сейчас коричневый делал полутон. В общем, фоне, конечно, смотрится неплохо. Но считаю, что не хватает. Итак, друзья, вот этот, который у меня остался, коричневый, я его пока оставляю.
Его можно будет еще слегка подтемнить и добавить оттенок. Но я не буду торопиться. Грунт, он должен подсохнуть. То есть полчаса, час нужно ждать. И вы не торопитесь, потому что по мере подсыхания оттенки меняются. Значит, у меня вот этот я беру светлый. Обязательно помешивайте постоянно, потому что колер он тяжелый, и он просаживается в огне. Так, что я сделаю с этим светлым? Я хочу сделать его еще светлее. Так, налил. Я хочу сделать его еще светлее. Ну, вы видите, буквально налил грамм, даже скажу вам точно, 500, пол-литра, ну, почти грамм 400-500. Итак, что мы сюда добавим? Желто-коричневый. Скорее всего, да, желто-коричневый, но это престижевский. Можно ими вы пользуетесь. Колерами у меня есть. Вот, охра. Дали, который взял сегодня. Можете ее попробовать. Ну-ка, в принципе. Ну, попробую, раз взял, да? Сейчас немножко налью, посмотрим. Ну, охра, он такой какой-то желтоватый цвет. Меняется оттенок. Друзья, мне начинает он нравиться. Добавлю еще, вы видите. Так. Ну, где-то на пол-литра я добавил этого дали. Где-то грамм 40. Миллилитров 40. Не больше 30, но 40. Сейчас посмотрим, что получается. Еще помешаю. Ну, красивый цвет. Красивый цвет. Мне вот эту золотинку и надо добавить. Такой золотисто-рыжий. Золотисто-рыжий. Еще добавлю чуть-чуть. И он будет густоватый. Мне как раз то, что надо. Опа, еще добавил. Ну, в общей сложности где-то 50-60 миллилитров добавил. Этого, конечно, идет побольше расход. Дали. Вот такой вот он охра. Короче, охра это желтый. Грубо говоря. Так. Так как у меня объемы небольшие, поэтому я заложу такими небольшими порциями. Вот этих пол-литра тут пойдет на погонный метр расход грамм на 20, потому что я буду выборочно, совсем понемножку. О, а цвет мне начинает нравиться. Друзья, цвет мне нравится. Вот, как вам видно, надеюсь, хорошо. Да, очень красивый цвет. Но вот с ним главное сейчас не переборщить, иначе будет сильно засвет. Ну пойдемте, выборочно сейчас. Выборочно подберем. Если же вы будете наносить вручную, то используйте губку и кисть широкую макнули, чуть-чуть и губкой вытирали. Ну, я пользуюсь краскопулкой. Можно пользоваться опрыскивателем. Вот его налили и потихоньку чуть-чуть сбрызнули, и губкой собрали. Так, ну те, кто досмотрел до этого момента, большие молодцы. Вы видели, у меня оставался вот этот тон светленький, оставался вот этот такой шоколадный. Я их смешиваю. По массе примерно 1 к 1 получается. Мне этот цвет уже не нужен. Я его смело доливаю сюда. Так. А, этот охра, который остался, я переливаю. Было бы у меня 200 ведерок. Может быть, я не занимался этим, но тем не менее, все равно я смешиваю цвета. Отлично. Так, что мы имеем? Мне нужно сделать такой хочется ярко выраженный шоколадный сделать тон. Ну вот, шоколад. У меня здесь осталось где-то 50 миллилитров. Вот так, да? Ну да, 50 миллилитров. Здесь чуть около литра. И то уже намешанного. Я сейчас сливаю половину. Влью половинку, а может быть чуть-чуть больше. Классный получается цвет, то, что мне надо. Я
вылью его, пожалуй, весь. Значит, где-то скольки процентов я сейчас высчитать уже не могу. Ну, я определяю это оттенком вот здесь. То есть я беру шпателем вот так по стенкам, размазал и смотрю, он по стенкам стекает. И я вижу, что получается. Вот получается то, что мне надо. Ну, сюда сейчас добавлю немножко водички. И вылью. Можно добавлять водичку, можно добавлять грунт. Водички я плюхнул грамм 20-30, может быть 40. Вот так. Ну и теперь добавлю еще грунт, вымою до конца и залью тем самым. Тем самым пропорция 1 к 1 у меня сохранится. Вы знаете, достаточно с этими колерами пустенькая получается масса. Вымыл бутылочку, она практически чистая, и долил. Конечно, этого мне много на мой объем. Ну, какая разница, остатки все равно прокиснут, остатки надо вырабатывать в ближайшие дни. Если плотно банку закрыть, то в ближайшую, может быть, неделю-две надо выработать. После чего грунт, смешанный с водой, на кислороде еще побывавший, он уже все равно прокиснет. Вода у нас не очень. Самолеты, друзья, летают сегодня целый день. Американцы с НАТО стягивают войска на Донбасс. Мы находимся в 50 километрах от границы, поэтому наши войска здесь патрулируют. Ну, мы ждем продолжения боевых действий. Жесть, конечно. Это я вырежу, скорее всего. Вот такая густенькая масса получилась. Классный такой шоколадный цвет. Так, ну, проверяю, сколько тут у меня налито. Ну вот 700 грамм, 700, где-то 800 у меня здесь. Ну да, вот где-то я грамм на 800, на 900 наливал вот этот колер. Литра здесь не было. Потом я еще водички добавил, грунта, где-то сотка. Да, где-то 900 было миллилитров изначально. На эти 900 я влил 50 еще вот этого. Ну что, поехали. Друзья, ну последний этап уже снимать я не стал, как я это делал. Все так же, все в том же духе, понемножечку напылял вот в тех местах, где мне нужно было добавить темно-коричневого. К сожалению, камера не передает всех этих цветовых оттенков, всей этой палитры. Тем более сейчас в тени снимаю. Вот на солнышке немного лучше это играет цветами, особенно сблизи. Ну, воочию это намного красивее. Вы сами в этом можете убедиться. Но самое главное, я хотел до вас донести вот эту идею тоналки, вот этой многоуровневой. Да, она занимает определенное время, но это дешево по бюджету. За один день я выкрасил весь этот цоколь во все его цвета, но с промежуточной сушкой. Не забывайте, это обязательное условие для грунта. Вот так получилось симпатично, заказчики довольны, всем очень понравилось, да и мне самому понравилось. Единственное, что мне не понравилось, это то, как камера не передает эти цвета. Ну да ладно. Друзья, ну вот и подошло видео к концу. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео и оставляете комментарии со своими впечатлениями, со своими эмоциями. Вам желаю я творческих успехов и вдохновлений. Как всегда, до новых встреч!